Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о тональном креме от La Roche-Posay. Все вы, наверное, знаете, что La Roche-Posay это достаточно лечебная косметика. Она продается в основном в аптеках и, конечно же, на Makeup.ua. На этом сайте, по-моему, продается вообще все, что возможно. И эта косметика не стала исключением. Я давно хотела себе такой тональный крем, чтобы у него был более-менее нормальный состав, потому что тональным кремом в основном пользуемся каждый день и покрываем достаточно. В общем, все лицо мы покрываем, и хотелось бы, чтобы состав был более-менее нормальный. Вот так вот выглядит сам тюбик крема, вот так вот выглядит упаковка. Купила его на сайте Makeup.ua, конечно, потому что немного он дешевле на Makeup, чем в аптеках. В общем-то, в этом креме идет вот такая вот инструкция, описание крема и все такое. Но она вам, в принципе, не пригодится, если вы не знаете английского. И даже если вы немного знаете английский, тут такие термины, что вряд ли эта инструкция будет вам полезна. На сайте, конечно, можно прочитать все про этот крем. Я читала описание на сайте Мейкапа, немножко вам его тоже озвучу, чтобы мы понимали, что предлагает производитель. Я не буду все читать, а только самые такие важные моменты. Это увлажняющий тональный крем с легкой освежающей текстурой. Подходит для ежедневного макияжа, для нормальной и комбинированной кожи. Он восстанавливает естественный водно-жировой баланс кожи, питает и увлажняет. Замедляет процесс увядания, а также обеспечивает комфорт. За счет высокой концентрации уникальной термальной воды под названием La Roche-Posay крем оказывает смягчающее и успокаивающее действие, снимает чувство стянутости и раздражения. Вот, также среди его компонентов содержится сквалан, питающий кожу, и глицерин, который увлажняет. На сайте он стоит 477 гривен, в аптеках он стоил 500 с чем-то. Также немножко расскажу о составе. Я не сильно в них разбираюсь, но какие-то вот основы могу рассказать. В основу входит вода, а не масло. Вы все знаете, что масло забивает поры. И если в основу тонального входит вода, это очень хорошо. На втором месте, конечно, стоит димитикон. Это силикон, но силикон это не так страшно. Когда силиконы имеют очень мелкую структуру, то в принципе никакого вреда для кожи они принести не должны. Глицерин он увлажняет. Также в составе тут есть гиалуроновая кислота. Самое главное, что тут есть SPF фильтр 20. Это очень важно в наше время, так как сейчас такое агрессивное солнце, что просто невозможно сохранить свою кожу в нормальном состоянии. Тональный крем имеет легкую текстуру. Давайте же мы его нанесем и посмотрим, как он работает. Вот такая у него текстура, достаточно жидкая. Вы можете видеть, что у него такой вот цвет, вот темненький, правда? Но если его растушевать, покажу вам на руке, он становится вот такой вот светлый. Оттенок достаточно светлый, он подойдет для очень светлых девушек. Имеет такой немножко спиртовой запах. Попробую растушевать кистью, посмотрим, будет ли это удобно. Видите, он при растушевке становится очень-очень светлый. Я думаю, зимой будет тоже очень круто смотреться. Я уже распределила крем по лицу и немножко нанесла под глаза, чтобы сделать вот тут более маскирующий эффект. Посмотрим, что получится, если нанести его двумя слоями. В принципе, он нормально наносится. Вы, наверное, видите, что он не слишком скрывает недостатки. У него скорее легкое покрытие, может быть легко-среднее, но не более. Ну, хорошо выравнивает тон кожи, приятный такой у него оттенок, такой освежающий, мне кажется.
даже может слишком светловатый, но в принципе, если нанести какой-то бронзер, какой-то контуринг, то выглядит неплохо. А это сейчас лето, когда все немножко загорелые, а вот зимой, когда все белоснежки, в принципе, выделяться сильно никто не будет. Для сухой и чувствительной кожи, мне кажется, это будет просто находка. Для моей комбинированной кожи он тоже хорошо подошел. Я думаю, зимой это будет просто незаменимое средство. Радует то, что он защищает от солнца и имеет такую легкую текстуру, потому что вы знаете, что солнцезащитные крема в основном они такие липкие, создают на лице пленку. У этого же совершенно другая текстура, он очень легкий, приятный. Сегодня у нас очень жарко, классная солнечная погода, хочется гулять, загорать и все такое. Я буду носить этот тональный крем. И потом покажу вам, как он себя вел и как он выглядит через некоторое время. Что, девчонки, я уже некоторое время ношу этот тональник. У нас сейчас очень жарко, буквально 30, наверное, даже больше градусов тепла, и это просто все плавится, и вы можете посмотреть, что происходит с тональным. В принципе, он ведет себя хорошо, конечно же, немножко начинает быть виден, но ощущается он просто шикарно, никакой маски, он вообще не ощущается на коже, увлажняет ее. Но вот он виден немножко в порах. Если вы спросите, почему же он виден в порах, но не забивается в морщинки, я вам скажу, что я не знаю. Он действительно не забивается в морщинки, а в поры он забивается. Если издалека, в принципе, этого не видно, но вот сблизи немножко, конечно, этот эффект виден. Что ж, мы всем говорим спасибо за просмотр, всем хорошего настроения, пока-пока.